Всем привет, я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Как работать со сложной стелющейся кутикулой, с близко располагающимися капиллярами? А если клиент мужчина, то волнение мастера увеличивается с геометрической прогрессией. В этом видео выполним преображение. Поехали! Давно на канале у меня не было обгрызенных ногтей. Тут еще ситуация усугубляется сложной кутикулой. Она настолько сильно стелится на ногтевую пластину, что просто вся пронизывается капиллярами и трескается. На указательном пальце посередине кутикулы черные линии. Подозреваю, что это лопнувшие капилляры из-за натянутой кожи. Ух, ну и работа мне предстоит. Хотя, безусловно, я люблю сложные случаи и особенно люблю результат до-после. Процедуру начинаю с того, что отодвигаю кутикулу апельсиновой палочкой. Но тут важно не перестараться, так как клиенту может быть неприятно. Совсем слегка. Молодой человек, которым я выполняю маникюр, очень волновался, поэтому иногда можно увидеть капельки воды, выступающие над кутикулой. Признаться, его волнение переходило и мне. Я старалась работать максимально аккуратно, в некоторых местах едва дыша. Для того, чтобы подсушить такую влажную кожу, кутикулу и руки, использую специальную присыпку. Сразу работать алмазной фрезой не буду, потому что это может быть не столь приятно. Буду использовать безопасную насадку, она не имеет абразива, но тем не менее счищает триги и приподнимает кутикулу. Работает по принципу пушера. Это не так неприятно, как палочка или пушер, и не так неприятно, как алмазная фреза. Что-то такое звенящее по ногтю ходит. И мы можем с вами увидеть, как птериги счищаются с ногтевой пластины. Это именно такая прозрачная пленка. Это не ноготь, потому что насадка не может никаким образом его пропилить. Она только своими гранями счищает его. Матируем поверхность. И поскольку кутикула очень широкая, то разумнее часть убрать сначала, потом доработать еще дополнительно насадками и снова выполнить срез. Подписывайтесь в социальных сетях, там вас ждет еще больше полезной информации. Срез выполняла и кусачками, и ножницами. Опасность такой кутикулы в том, что не всегда видна граница среза, то есть между живой кожей и кутикулой. Поэтому на данном этапе не делаю глубокого среза. У мужчин, кстати, очень часто такая кутикула, стелющаяся на ногтевую пластину, как будто пытается защитить матрикс от попадания грязи и всего ненужного. С этим этапом закончено. Использую насадку скругленный конус с красным воротничком. Ее тупой кончик поможет еще приподнять кутикулу, проработать боковые пазухи, валики, также передний валик, а широкой частью можно зашлифовывать заусенцы. Но, честно говоря, на моем клиенте это получается не очень хорошо, потому что кожа очень влажная. Бедный мальчик уже не знал, куда себя деть, смотрел по сторонам. Пришел он вместе со своей девушкой, которая пыталась его морально поддержать. Именно она была инициатором записи ко мне на маникюр, чтобы привести его ручки в порядок. На самом деле я не вижу ничего плохого или зазорного в том, что мужчина ухаживает за своими руками, и это нормально, особенно в современном мире. Сейчас уже мужчины и покрывают ногти гель-лаком, и выполняют дизайны на ногтях. Таким образом они могут выделиться. Или, например, показать свою неординарность, потому что, как правило, такое покрытие, дизайны делают творческие парни. Мы на такие ногти выполнять цветное покрытие не будем, потому что короткая ногтевая пластина, да и этот визит дался ему непросто. Будем надеяться, что он и дальше будет продолжать выполнять маникюр. Это крайне необходимо для такой кутикулы. Это ведь очень неприятно, когда она стелется и трескается в зоне синусов, часто и до крови. После приподнятия выполняем еще один срез. Тут такой лайфхак. Закрываю кусачки до середины. Если смотрю по реакции клиента, что все в порядке, тогда закрываю их полностью. Но, тем не менее, один ноготочек я все равно немного ущипнула. О чем это говорит? Неважно, мастер с каким опытом, все равно бывают такие осечки. Это тоже случается. Особенно, когда работаешь с новыми для тебя руками. Такая кутикула напоминает мне минное поле. Ты не знаешь, на каком из поворотов тебя ждет опасность. Не знаю почему, забыла показать на камеру, как обрабатывать ранку. Хотела бы об этом сказать.
Сначала мы нанесли перекись водорода для того, чтобы убрать кровь, а затем кровоостанавливающее средство капромен. Важно носить это средство в минимальных количествах, для этого использовала микробраш. В следующий раз, если вдруг будет такая ситуация, обязательно покажу вам. Дорабатываю срез при помощи алмазного шарика. На этом этапе тоже нужно быть предельно внимательным. Кожа и так уже истончена, и если надавить фрезой, можно перетереть, обжечь кожу. В том числе прохожусь по переднему валику. С маникюром закончено, и еще одна важная деталь мужского маникюра. Мы не делаем никаких глубоких подкутикульных карманов, маникюров по локоть и так далее. Для мужчин это абсолютно не нужно. Наша задача работать эстетически. Обезжирили ногтевую пластину, и все-таки решила я выполнить укрепление ногтей акрилом. Это не акригель, не полигель. Это именно акриловая система, акриловая пудра плюс мономер. Почему я выбрала именно этот материал при таких ногтях? Это самый прочный жесткий материал, уверена, его будет сгрызть не так-то просто. Набираю небольшой шарик материала, устанавливаю на центр пластины, и когда шарик начинает слегка схватываться, вытягиваю на себя, имитирую свободный край, чтобы ноготь как бы накрыл подушечку, чтобы она так сильно не выступала. Пудра используется прозрачно-розовая, а кисточка из натурального ворса соболя. Технология не совсем простая для новичка, но можно приспособиться. Самое неприятное в данной технологии – это запах мономера. Очень часто акриловую систему запрещают в салонах красоты по этой причине. Он действительно очень резкий и специфический. Ну и, конечно, большой плюс, что данный материал сушится только на воздухе. Не нужно просушивать дополнительно в лампе. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. После того, как он засох, отделяю палочкой материал от кожи и приступаем к опилу формы и слегка прохожусь по поверхности. Выполняя этот маникюр, я постоянно была в напряжении, поскольку и мальчик волновался, и я волновалась, чтобы ничего не поранить. Но считаю, тем не менее, что все прекрасно получилось. Мы обезжириваем ногтевую пластину и наносим матовый топ, для того, чтобы смотрелось максимально естественно, чтобы не было глянцевой поверхности. Кстати, а к вам приходят клиенты-мужчины? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. По-моему, сейчас их стало намного больше. Для завершения наношу увлажняющее масло на кожу. Часто вы задаете вопрос, почему я наношу масло на салфеточку. Это просто не гигиенично всем мазать одной кисточкой из флакона. Можно, конечно, использовать пипетку, как у меня, но, как правило, в нее набирается очень много масла. Мне столько не нужно. И мягким шлифовщиком полируем кожу. Вот такой результат. Сказать, что я на 100% довольна, наверное, нет. Но однозначно это лучше, чем было. А вы как считаете? Наш результат. Нравится работа со сложными случаями? Поставьте пальчик вверх. А если хотите увидеть, как выполнить наращивание на такие ногти, жмите сюда. Всем успехов! Пока-пока!